Привет! Вы на канале Forter. В этом видео я расскажу, как действовать, если вы залили свою видеокарту и какие проблемы это может вызвать. А заодно покажу ремонт видеокарты Radeon RX 6800, залитую пивком. Но как вообще жидкость действует на электронику? Во-первых, любая бытовая жидкость проводит электрический ток. Например, обычная вода. И дело даже не в самой воде, а в минералах и солях. Они есть почти в любой жидкости, не только в соленой минералке. В современной электронике открытые контакты расположены очень близко, а значит, даже маленькая капля может привести к большим проблемам. А во-вторых, те же минералы и соли вызывают коррозию, и она многократно ускоряется при наличии электрического тока. Кстати, вы видели платы, которые долго майнили в сыром подвале? Я видел. Они аж зеленые от коррозии. И это речь о минералах просто из воздуха. А мы тут говорим о пролитой жидкости. И хуже всего то, что минералы остаются на плате даже после того, как эта жидкость высохла. Итак, что же делать, если это все-таки случилось? Это легко представить. У современных корпусов вентиляционные решетки часто располагаются сверху, и один опрокинутый стакан может доставить кучу проблем. Если вы таки пролили жидкость на видеокарту или вообще на любую электронику, то самое первое, что следует сделать, это сразу же полностью ее обесточить. Тупо выдернуть из розетки. Я понимаю, это может быть очень потная катка, которую безумно важно закончить. Но тут уж каждый выбирает, что важнее, виртуальная катка или реальная техника. Окей, обесточили. Что дальше? Промокнуть салфетками? Не годится. Есть множество мест, куда салфетка не достанет. Например, под любым BGA-чипом. Закопать в рис и другие похожие народные советы тоже забудьте. Да, это высушит жидкость, но, как я уже сказал, отложения останутся. И это лишь вопрос времени, когда коррозия победит. Дальше. После того, как техника обесточена, ее нужно разобрать и промыть свежей дистиллированной водой, а лучше изопропиловым спиртом. Но, если жидкость уже засохла, то процесс меняется. Одного спирта будет мало. Нужно отмачивать в химии, возможно даже с ультразвуком. Затем плату нужно просушить. Мыть и сушить нужно правильно. Отключить всевозможные батарейки дежурок, снять термопрокладки, вентиляторы, различные уплотнители и заглушки. Некоторые виды датчиков нужно демонтировать с платы перед промывкой. Если нет подобного опыта, то лучше всего отнести залитую технику в сервис, где все сделают так, как надо. Вот и мне принесли на ремонт плату, залитую пивом. Давайте посмотрим, к чему это привело. Но прежде чем разбирать, я покажу одну особенность RX 6800 и 6900. Почти у всех таких плат, которые у меня были, термопрокладки не доставали до памяти. Причем у разных производителей. То ли платы выгибают, то ли радиаторы, не знаю пока, как это объяснить. Так что если у вас RX серии 6800 или 6900, очень советую проверить лишний раз всю систему охлаждения. Видно, что термопаста здесь свежая. Обычно на этих платах пасту выдавливает сравнительно быстро. Красота! На лицевой стороне здоровенный подтек через всю плату. На задней стороне, похоже, пытались отмыть, но, как мы сейчас увидим под микроскопом, безуспешно. Итак, куча окислов, куча мусора, подгнившие компоненты, какие-то волокна, вероятно от щетки, которые терли плату. Первым делом попробуем отмыть плату от всего этого безобразия. Я для этого использую жидкость для ультразвуковых ванн. Причем без самого ультразвука, просто отмачиваю. У меня это концентрат, который я развожу в дистиллированной воде. Чувствую себя ведьмой, кидающей в котел слезы единорога, когти дракона и прочие вкусняшки. Надо сделать так, чтобы основная часть платы была покрыта полностью. Минут через 10 я прохожусь очень мягкой щеткой по основным проблемным местам и в таком виде оставляю плату лежать еще минут 20. А вот сейчас я сделаю паузу. То, что вы увидите дальше, может шокировать неопытных. Но поверьте, это абсолютно нормальный процесс. Теперь плату нужно хорошенько сполоснуть от моющего средства. Да-да, обычной водой из обычного крана в обычной раковине. Это не последняя процедура, так что все под контролем.
Затем я продуваю плату компрессором, чтобы выгнать лишнюю воду, хотя это и не обязательно. А вот что обязательно, так это погрузить плату в изопропиловый спирт. Он полностью вытесняет воду, а также смывает любые отложения, которые могли остаться после предыдущих процедур. Затем я снова продуваю плату компрессором и ставлю на паяльную станцию сушиться. Температура нижнего подогрева 100 градусов. Плата стоит так примерно час. И вот конечный результат. Плата как новая. На лицевой стороне все идеально. Самая же проблемная область в районе шим-контроллера. Два резистора в цепях питания памяти полностью отгнили. Их мы заменим. А дальше немного процесса без лишних слов. Здесь я немного прокомментирую. Обычно окисленные участки нормально не паяются, даже с активным флюсом. В таких случаях я использую особую химию. Чуть дальше я покажу какую. Здесь часть площадки под пятиногой логикой никак не брала припой, поэтому ее и остальные окисленные участки я пропаивал с этой химией. Так что же это за химия такая? Это кислота для пайки алюминия. Чертовски активная штука. Область пайки нужно тщательно после нее промывать. Итак, все поврежденные участки восстановлены и отмыты. Мы знаем, что повреждения были в области питания памяти, поэтому ее и проверим в первую очередь. Напряжение на видеочипе присутствует, напряжение на памяти тоже присутствует, потребление платы в пределах нормы. За кадром я быстро подключил монитор и убедился, что плата дает картинку. Так что теперь я попробую ее собрать и прогнать стресс-тесты. Как вы помните, прокладки здесь не доставали до чипов памяти, поэтому я использую пластилин, чтобы замерить толщину. Примерно 1,65 мм, а значит нужны прокладки 1,75 мм. И это при том, напомню, что заводская толщина здесь 1,5 мм. И, наконец, охлаждение видеочипа. Как я не раз говорил, большие и горячие чипы – это только фазовый переход. Пасты ставить не вариант. Пустой участок справа – это не проблема. Толщина слоя 0,2 мм. При усадке он отлично растекается и полностью закроет этот пустой участок. Плата запустилась и под аромат хмеля успешно прошла все тесты. Не лейте пиво в свои платы, друзья. А лучше лейте его